Всем привет! Вы на канале Azrael Code, меня зовут Денис, и сегодня мы продолжаем неделю PineScript. Сегодня буду говорить про метки, про рисование вот всяких таких штук на графике. Если вы не смотрели предыдущие видео про линии и в целом введение про индикаторы, настоятельно рекомендую посмотреть, прежде чем приступать к этому видео, потому что многие вещи в метках похожи на многие вещи в линиях, концепция там отображения, прохода по барам и так далее. И об этих вещах я в этом видео рассказывать не буду. Буду предполагать, что вы это уже знаете. Ссылочка на предыдущее видео будет где-то здесь сверху и внизу в описании. Итак, метки. Метки мы отображаем с помощью метода new. Namespace label. Принцип отображения очень похож на работу с линиями, которые мы рассмотрели в предыдущем видео. Мы передаем координаты для отображения метки и передаем текст для отображения на метке. Можем вообще ничего не передавать, и у нас просто будет выводиться какой-то значок. Тип значка можно выбирать, есть предустановленные типы значков. Так же, как с линиями, у нас есть в namespace множество методов по работе с метками, которыми можем воспользоваться. Так же, как в линиях, мы можем передавать в переменную возвращаемое значение из метода new. И потом эту переменную использовать как идентификатор метки для изменения какого-то. Или же можем использовать var для создания однократной метки, которую нельзя потом будет пересоздать вновь и которой можно будет работать с помощью методов namespace label. Давайте еще раз взглянем на вот этот вот простой пример. Как видите, здесь мы делаем простую задачу. На каждом баре по мере выполнения скрипта мы выводим какую-то метку, которую выводим по координатам индекса текущего бара. В каждый момент текущий бар меняется и сдвигается вправо, наш скрипт, проходя по барам. И отображаем по координатам по оси Y по цене high. При этом в метку мы пишем текущий индекс бара. При этом мы должны писать в тексте, в то время как бар индекс это у нас серия интового типа. Почему мне нравится этот пример, и я хочу, чтобы вы обратили на него внимание. Здесь вы видите, как меняется бар индекс. То есть я в двух предыдущих видео рассказывал, что каждый бар наш скрипт выполняется, и у нас есть серия, например, бар индекс это серия интова, в которую заносится порядковый номер бара. И вот здесь в этом примере с помощью лейблов мы хорошо видим, как меняется бар индекс, как меняется серия. Да? То есть у нас был бар индекс 24, 2478, 479, 480 и так далее. То есть здесь на этом примере видно, как мы идем по скриптом по барам слева направо. И у нас последний индекс бара 2500. Вот, это просто очень показательно. Ну и здесь также мы используем метод toString для конвертации, для переведения типа интового в стринговый для того, чтобы выводить на метки, так как здесь автоматического кастинга нету. Вот, поэтому мы должны делать явное приведение типов. Ну и последнее, что на этом примере простом хорошо видно, это аргумент maxLabelsCount на индикаторе, функция аннотации индикатор, в котором мы передаем количество максимальной меток, которое может отображаться в терминале путем использования функции labelNew в нашем скрипте. Это полная аналогия max lines count, которое было в предыдущем видео. Вот. Давайте проверим, какое количество максимальное мы можем вводить меток. Да, здесь те же самые ограничения, то есть линии мы могли выводить 500, ну и 500 меток мы тоже также можем выводить. Вот. Так как у нас выдал ошибку, то наш скрипт не был скомпилирован. Ставим 200, компилируем. Ну и вот получаем 200 меток, которые мы вывели. Так же, как и с линиями, мы можем использовать оператор var при создании переменной, при инициализации переменной. В этом случае у нас будет создан только один экземпляр переменной lab. В данном случае ее содержимое это экземпляр. Ну, все же это, наверное, объекта класса label, хотя это вроде namespace называется в PineScript. Вот. Ну, в общем, один экземпляр. И, соответственно, каждый раз, когда мы создаем, каждый раз, когда выполняется наш скрипт, мы уже не можем изменить переменную lab, потому что мы ее создали на первом баре. Ну, посмотрите предыдущее видео, я там подробнее об этом всем рассказывал. Так же, как и в линиях, здесь у нас есть инструменты, которые позволяют изменять
эту метку. Например, мы можем поставить для этой метки координаты по оси x. По оси x. То есть также передаем идентификатор и пусть будет бар индекс. То есть у нас теперь каждый раз, когда скрипт выполняется, у нас пытается создаться метка, но это не получается. Затем мы просто каждое выполнение скрипта присваиваем этой метке новые координаты по оси x. По оси x равные текущему индексу бара. Соответственно, у нас скрипт выполняется до текущего бара, до real-time бара, и присваивается значение там. Пойдемте посмотрим, поищем, найдем ее там или нет. Да, вот она нашлась. При этом, обратите внимание, мы меняем только координату по оси x. То есть индекс бара мы задаем, но при этом величину позиционирования метки по оси y, то есть в данном случае по цене, мы не меняли. И она осталась прежней, какой она была при создании. Надо взять какой-нибудь покороче. То есть, ну вот у нас получается где-то здесь. Так. Да, вот. Вот. Поехали дальше. Я уверен, что к этому уже третьему видео в сериале, в сегодняшнем, на этой неделе, будут комментарии, в которых скажут: зачем ты заморачиваешься с такими сложными способами, с варами, вот этими всеми сетами координатов, что в линиях, что в метках, когда есть способ гораздо проще, не используя вот эти вот всякие маневры. Да, я знаю, что есть способ проще для того, чтобы, допустим, вывести метку на последнем баре. Вот. В PineScript у нас есть namespace bar state, который нам дает информацию о текущем баре определенную. То есть я написал бар st, нажал Ctrl, пробел, и вижу уже и этот namespace, и константы, которые мне доступны. В том числе здесь есть константа isLast, которую можно использовать. И в этом случае у нас будет выведена одна метка на последнем баре. Это прием я знаю, его тоже можно действительно использовать. Но мне хотелось в предыдущих и в сегодняшнем видео показать использование оператора модификатора var. Потому что этот способ используется и в других задачах, безусловно, в то время как в тех задачах barstate, возможно, не подойдет. Вот. Но способ такой есть, он действительно проще, его можно использовать. Зачем нам вообще могут быть нужны метки? Для того, чтобы обозначать, например, бары, в которых происходит что-то, что нам нужно лучше видеть. К примеру, вот простой пример. Я выбрал, когда у нас цена закрытия превышает цену открытия, то есть бар у нас растущий, больше, чем на какую-то величину, ну вот здесь на 10%. Да, в этом случае я обозначаю этот бар меткой. Таким вот образом. Да, то есть и мы сразу видим большие зеленые бары, обозначенные метками, и понимаем, насколько часто это там происходит. Есть и другие варианты использования. Для чего еще может быть полезны метки? Следующее видео будет посвящено методам кросс технического анализа, который показывает нам пересечение взаимное разных последовательностей, серий. Цен, например, открытие-закрытие, каких-то технических индикаторов. Вообще методы кросс технического анализа — это по большому счету база, насколько у меня сложилось впечатление, и индикаторов, и стратегий. Там цена у нас пошла сверху вниз, пересекла какие-то скользящие средние, и мы должны там это все продавать. Ну вот, то есть на самом деле обязательно посмотрите следующее видео, я буду в нем подробно разбирать все эти функции кросса на примере индикаторов, но потом эти функции мы постоянно будем использовать, в том числе при построении каких-либо стратегий. Это база. На базе кроссов мы строим как индикаторы, стратегии, посылаем алерты и так далее. Кроссы есть разных типов, вот, и будет подробное видео. Подпишитесь на него и приходите завтра и посмотрите это видео. Вам оно, скорее всего, пригодится, если вы будете заниматься PineScript. Ну, а в плане меток, для чего мы используем в данном случае метки? Мы создали две последовательности: простой скользящий средний, быстрый и медленный, с периодом в 14 баров и в 50 баров. Да, и занесли их в переменные MAF, EMA Fast и EMA Slow.
масс. Вот. Я еще использовал функцию plot для отображения этих графиков. Мы еще с вами эти функции не разбирали. Их посмотрим, наверное, через видео, я думаю. Ну, в общем, в ближайшее время какое-то обязательно эту функцию рассмотрим. Но на самом деле она простая. Она просто выводит график по сериям, которые мы им передали в качестве аргумента. Вот. И я использовал метод cross-under из namespace TA, технический анализ, вот, в котором я ловлю пересечение медленной, быстрой и медленной скользящей средней, когда у нас быстрая скользящая средняя пересекает медленную сверху вниз. Ну, как бы продавать будем. То есть у нас вроде цены пошли вниз по отношению к этим. Ну, эти все способы торговли, стратегии, они такие уже столетней давности, наверное. Вот, не суть, мы же про метки говорим. Ну так вот, то есть вот у нас есть событие, когда у нас скользящая средняя пересекла. Мы могли бы вообще отказаться от вот этих вот графиков. Вот, я их здесь вывел чисто для того, чтобы вам было виднее. Вот. По факту они нам так-то и не нужны. Вот, могли бы использовать только метки, могли бы выводить это прямо на графике. Давайте посмотрим, как это будет на графике. Вот, то есть, чтобы не захламлять наш график какими-то ненужными скользящими средними, мы могли бы просто вводить лейблы вот так вот. По факту они у нас, конечно, основаны на скользящих средних, но график мы не выводим. Мы выводим просто меточку. Мы могли бы использовать метку в форме там стрелочек, которые бы нам показывали, тут продавай, здесь покупай. Вот. И все это у нас было построено на базе crossunder, на базе пары функции скользящих средних, но в качестве сигнала мы бы использовали метку. Смотрите, какой чистый график. Никаких вот этих линий, которые нам не нужны. Возможно, у нас вообще эти события случаются крайне редко. Вот. Просто этот значок нам бы показывался, и мы бы построили бы на этом алерт бы какой-нибудь. Вот. То есть вот это еще один из способов применения меток. Давайте, кстати, здесь же и продолжим и раскрасим эти метки. Ну, сейчас поговорим про стилизацию. То есть, я думаю, с использованием меток все понятно, все вроде достаточно просто. Поговорим про стилизацию меток и возьмем этот пример для сравнения. Поехали. Ну вот, я чуть-чуть поправил код. У нас получился вот такой вот классный индикатор, основанный на двух скользящих средних. И мы тут отправляем сигналы. Покупай, продавай, продавай, покупай. Все это жутко неудобно и визуально некрасиво. Нам необходимо изменить вот эти вот значки покупай, продавай, убрать плоты, вот, и заменить значками разного типа и разного цвета в зависимости от того, что мы будем с ними делать. Ну, с бумагой, я имею в виду. Вот, соответственно, мы можем зажать Ctrl и двойным кликом щелкнуть по New и увидеть описание этой функции. Мы увидим здесь, что у нас доступно множество аргументов. У нас есть, во-первых, два аргумента, посвященных позиционированию бара. Вот. Но на самом деле я говорил про X-Location на примере линий. Вы можете к нему обратиться. Вот. А про Y-Location давайте посмотрим, что это такое. Смотрите, значит, сейчас мы располагаем нашу метку, передавая ей конкретную цену, координату на графике. То есть, если у нас, допустим, какая-то была бы математическая функция, и мы выводили в отдельном подокошке, мы могли бы здесь передавать какую-то цифру от фонаря. Ну, например, вот там, допустим, здесь у нас выбрали бы 5000 цифру. Так. То есть в данном случае у нас выводятся сигналы о продаже на уровне цены в 5000. 5000 чего-то, неважно чего. Мы могли передавать это в координату по оси Y. Но иногда это неудобно. Хотелось бы вообще бы не заморачиваться вот с конкретной цифрой в координате Y, а отображать метку, ну, где-то на фиксированном положении относительно текущей цены. Для этого используется Y-Location. Здесь у нас есть несколько вариантов. Above bar, below bar и price. То есть above bar это получается над графиком, над ценой. То есть чуть-чуть выше бара у нас отображается вот этот вот значок о продаже. Если мы здесь напишем below bar, то это будет внизу.
Ну, а price это то, что по умолчанию. Это как раз то, что было у нас в самом начале. Давайте лучше так вот. Ну, все ясно. То есть это позиционирование, фиксированное позиционирование метки относительно текущего графика цены. Давайте я просто покажу, что мы можем делать с метками для более красивого отображения наших задач. Во-первых, мы откажемся от указания конкретной цены для позиционирования по оси Y, воспользуемся Y-локейшеном и будем указывать для продажи так, чтобы у нас лейбл находился под ценой графика, под графиком цены. Получается, это у нас below bar. Вот. А для покупки, наоборот, да, продавая, будем вверху писать. Это получается у нас above bar. А тут below bar. То есть получается, когда мы хотим продать, то мы рисуем значок выше графика, а когда мы хотим купить, мы рисуем значок ниже графика. Смотрим, что получается. То есть вот здесь вот у нас рекомендация покупать, мы отобразили ниже графика. Здесь рекомендация продавать, мы отобразили выше графика. Но некрасиво то, что они у нас одного цвета. Давайте раскрасим метку о покупке в зеленый цвет, а продажи в красный цвет. Логично же? Логично. Да-да-да. Вот. Но все равно некрасиво, потому что хотелось бы, чтобы, например, вот эта вот стрелочка показывала бы вниз, когда продаем, и вверх, когда покупаем. То есть, когда покупаем, мы хотим, чтобы у нас эта стрелочка показывала вверх. Что можно с этим сделать? Давайте щелкнем по New и посмотрим описание. Здесь у нас есть аргумент style. В описании этого стайла есть множество всяких вариантов. Мы видим, что по умолчанию у этой метки style label down. Логично, это почти то, что нам нужно, но только мы хотели бы, чтобы label был не down, а up. Ну, просто по логике вещей. Давайте поищем, есть ли у нас такая метка, такой стиль. Тут даже неудобно искать, удобнее искать здесь. То есть нам нужно при покупке, да, берем namespace label, ставим точку, нажимаем Ctrl пробел, здесь вводим style и ищем label. Label left, lower right, label, label up. Похоже? Похоже. Посмотрим. Ну вот, видите, то есть у нас получается, когда у нас есть сигнал на покупку, стрелочка вверх, зеленый цвет и надпись «Покупай». Вот. Вы можете посмотреть, что на самом деле стилей достаточно много. Например, мы могли бы обозначать в этом случае вообще не использовать никакой текст, оставить стрелочку вверх, arrow up. Давайте уберем тут текст. Вот, то есть появился вот такой вот значок, стрелочка вверх. Не очень она, недостаточно она крупная, на мой взгляд. Что мы можем сделать с размером? Щелкнем опять по описанию и увидим, что у нас есть аргумент size. Вероятно, мы можем как-то изменить size. Давайте проверим, что мы можем с этим сделать. В данном случае используем namespace size, точка, Ctrl пробел, и здесь выбираем размеры. На самом деле, что касательно стрелочки, ну, к сожалению, как-то кардинально изменить ее размеры здесь не получается, указать конкретные величины тоже не получается. Ну, в общем, не самое лучшее решение. Если вы знаете лучшее решение со стрелочками, напишите в комментариях. В принципе, можно было бы использовать линии и рисовать вертикальную короткую линию где-то здесь там по ценам и таким образом симулировать стрелочки. Но это не задача сегодняшнего видео. Сегодня только про метки говорим. Ну и осталось всего несколько аргументов, которые мы не рассмотрели. Кстати, вы можете, как в питоне,
указывать название аргумента и в этом случае не соблюдать порядок для аргументов. То есть я раньше писал текст, который отображаю на метке третьим аргументом, как у нас указано в описании функции. Да, то есть вот у нас текст, который отображается на метке, идет третьим. Если я не хочу его третьим, а хочу там 20-м аргументом, то я могу использовать указание явного аргумента, его текст, вот, и присвоение ему значения купе. Вот. Ну, у нас остался tooltip, текст color и текст alien. Вот. Ну, тут все достаточно очевидно. То есть tooltip — это вот такая вот штука, всплывашка, которая появляется, когда мы наводим курсор на метку. Обычный текст. Можно делать маленькие меточки и много текста по наведению на эту меточку. Удобно может быть. Текст color. Ну, очевидно, цвет. То есть, например, здесь у нас красный фон, на нем черный текст, смотрится не очень. Белый был бы лучше. Ну, вот здесь на зеленой метке я сделал белый текст. Ну и выравнивание текста. У нас тоже есть несколько вариантов выравнивания. Вот, все достаточно очевидно. На этом, я думаю, с метками достаточно. И так чрезмерно много я рассчитывал, там минут в 10 уложился, а получилось почти 20. Завтра у нас будет следующее видео, посвященное PineScript, и оно будет более насыщенным. Я надеюсь, не таким длинным, но более насыщенным. Мы будем говорить про методы технического анализа кросс-пересечения, пересечения серий, то есть сверху, снизу, насколько и так далее, какие серии мы можем использовать. Это, повторюсь, я уже сегодня об этом говорил, один из основополагающих инструментов для построения как стратегий, так и индикаторов. Вот, потому что именно на пересечении каких-либо серий друг относительно друга строится часто в большинстве случаев э, простые стратегии по работе с ценными бумагами. Если вам интересно, обязательно подпишитесь, приходите завтра. Вот. Ну, надеюсь, будет интересно. Вот. Надеюсь, сегодняшнее видео вам тоже чем-то поможет. Спасибо, что досмотрели. Лайки, дизлайки, вы знаете, что делать. Вот. Комментарии. В конце сериала будет, вероятно, обобщающее видео, в котором я постараюсь на ваши ответы, которые накопятся к этим видео. Вот. И поэтому пишите свои вопросы, задавайте их в комментариях. Если вы профессионал в PineScript, я не устаю повторять, что я не профессионал в PineScript, я его только изучаю. Наверняка есть люди, которые знают PineScript значительно лучше, чем я. Это вполне вероятно. Если вы такой, вы знаете, что я сделал неправильно и как сделать лучше, напишите об этом в комментариях. Я буду только рад. Критику я воспринимаю адекватно, если критика адекватная и по делу. Вот. И вы поможете мне и моим зрителям вашими советами. Так что спасибо, что посмотрели. До новых встреч. До скорых новых встреч.